Всем привет! Меня зовут Анна Тюмерова. Сегодня я хочу вам показать небольшой мастер-класс по изготовлению розовых цветов с конфеткой Рафаэлло. Как их делаю я и как я делаю их такими объемными, смотрите в этом мастер-классе. Очень надеюсь, что вам этот мастер-класс понравится. Обязательно пишите мне свои комментарии под этим видео. Если вы не подписаны, подписывайтесь на канал и делайте эти цветочки вместе со мной. В одном из следующих мастер-классов с этими цветами мы будем делать букет к Пасхе, поэтому не пропустите, следите за новинками и делайте цветы вместе со мной. Розовый цветок мы будем делать из вот таких материалов. И первое, что я беру, это различные инструменты: ножницы, термопистолет, кусачки, небольшие плоскогубцы и линеечку. Гофрированную бумагу беру трех таких оттенков: самую светлую розовую номер 548, ярко-розовую номер 554 и вот такую зеленую номер 562. Конфету я выбрала Рафаэлло, именно из нее буду делать эти цветочки. Вы можете взять любые другие конфеты, которые вам нравятся. Здесь подойдут абсолютно любые конфеты. Стержень цветов буду делать из проволоки толщиной 1 мм. Длина моей проволоки 40 см. Для цветочка нужно будет 25. Для начала мне нужно приготовить проволоку для сборки цветочков. Для этого беру саму проволоку и беру кусачки. И в самом верху проволоку нужно загнуть, сделав небольшую петельку. Вот такая петелька у меня должна получиться на верху проволоки. Теперь кладу линейку и отмеряю длину, равную 25 см. Именно такой длины должна быть проволока. И ее мы либо отрезаем, либо загибаем также в обратную сторону. Я для того, чтобы стержень цветочка был более плотный, загну ее обратно. И у меня получается вот такая проволока для моего цветка. Именно на ней я и буду собирать сам цветочек. Далее беру саму конфету, определяю, где у меня будет верх, где низ. И в самом низу я наношу термоклей вот так вот полосочкой. Не забываем нанести и под вот эту складочку, чтобы конфетка держалась хорошо. И теперь той петелькой, которую мы сделали, размазываем сначала клей по самому низу и вставляем вот таким образом. И краешки конфеты я натягиваю на эту петельку. Таким образом я креплю саму конфету к проволоке. Получается вот такая конфета, закрепленная на проволоке. Теперь беру гофрированную бумагу номер 548 и из нее отрезаю полоску, равную 6,5 см. Из этой полоски мне нужно сделать отрезки, равные 3 см. 6,5 на 3 см. Таких отрезков мне нужно сделать 6 штук. Получилось 6 таких отрезков. Теперь их я складываю пополам, вот таким образом. К низу сужаю, кверху делаю прям такой округлый, не заостренный, не овальный, а именно такой округлый верх. Получается вот такой лепесток. Все 6 лепестков я вырезаю вот таким образом. Получается 6 лепестков. Теперь делю их пополам, 3 откладываю в сторону, а 3 я немножко закручиваю на ножницы, чтобы получился вот такой изогнутый лепесток. 3 лепестка я загибаю ножницами таким образом. И после этого 1,5 см от самого верха я начинаю его растягивать. Растягиваю серединку и растягиваю по низу. Получается вот такой изогнутый лепесток и кверху козыречек, который идет внутрь. 3 лепестка я растягиваю именно так. Теперь по низу наношу термоклей и приклеиваю первый лепесток к конфете. 3 лепестка я приклеиваю по первому кругу. За счет того, что мы немножко загибали их ножницами, они получаются такие изогнутые и хорошо закрывают саму конфету. И сейчас получается вот такой цветочек с 3 лепестками. Теперь беру следующие лепестки. Их я просто растягиваю посередке и вниз. Немножко поближе к верху. Полсантиметра мы не трогаем, остальное растягиваем. И они получаются уже не настолько изогнутые, как первые, но достаточно изогнутые. Их также приклеиваю вокруг конфеты уже вторым рядом. За счет того, что мы их не закручивали ножницами, они получаются более объемные, чем первые лепестки. Первые лепестки у нас загибаются в сторону конфетки, а вторые уже немножко смотрят вверх. Именно такого эффекта мы сейчас стараемся и достичь. 3 лепестка я также приклеиваю по кругу. Их лучше всего приклеить между лепестками первого круга. И получается сейчас вот такой цветок. Теперь беру гофрированную бумагу номер 554. Из этой бумаги я вырезаю 10 лепестков 7,5 см на 4 см. И вот такие они у меня получаются. 7,5 см на 4 см. И следующим этапом, конечно же, мы придаем им форму. Складываем его также пополам. К низу я его сужаю, а вот кверху я делаю не округлую форму лепестка, а изогнутую. Загибаю так, как мне нравится. Верхний край должен быть вот такой изогнутый. Я не стараюсь делать одинаковую форму у каждого лепестка, пусть она будет разная, где-то одна волна, где-то другая. Так будет интереснее смотреться в самом цветочке. Где-то можно посильнее сделать волну, да, где-то
это поменьше. И всем 10 лепесткам мы придаем такую интересную, необычную форму. Теперь эти лепестки мне также нужно растянуть. В 1,5 см от верха я начинаю его растягивать и к низу. Первые 5 лепестков я растягиваю таким образом. После того, как подготовила первые 5 лепестков, по низу также углом наношу термоклей и приклеиваю третий круг лепестков. Этот ряд у нас будет состоять из 5 лепесточков. Приклеиваю их так, чтобы они были немножко выше предыдущих лепестков, примерно на полсантиметра. Поэтому для того, чтобы они все уместились, приклеиваем их немножко нахлестом друг на друга. И стараемся не придавливать сильно лепестки, чтобы создавался объем между лепестками. Для того, чтобы получался этот объем, я лепесточек размещаю слегка под углом, не прилепляю его прямо к лепесткам, а слегка под углом, варьирую вот в этом месте, где у нас клей, я приклеиваю их таким образом. И за счет этого он получается более объемный. И приклеиваем еще один лепесток. Вот такой сейчас получился цветочек, осталось приклеить еще один ряд. А для этого я беру лепесточек и начинаю растягивать его полностью. Снизу, посередке и немножко кверху. Не доходя буквально полсантиметра, и то больше вот на этих воланах, которые у нас получились. Мне нужно, чтобы эти лепестки были более раскрытые. Поэтому я поднимаюсь, растягивая сам лепесток немножко повыше. Они получаются тоже изогнутые, но за счет того, что мы поднимаемся повыше и растягивая их, они будут более раскрытые в самом цветке. И теперь эти 5 лепестков я тоже приклеиваю вокруг цветка. Вот таким образом у нас будет создаваться объем этим кругом лепестков. Все 5 лепестков я приклеиваю также по кругу. И они у меня вровень с предыдущим рядом. Вот и все лепесточки мы приклеили. Теперь нужно сделать красивый внешний вид, сам стебель и чашелистики цветку. Для того, чтобы сделать чашелистики, я беру небольшой отрезок зеленой гофрированной бумаги высотой 7,5 см и шириной 8 см. Складываю его пополам, и мне нужно из этого кусочка вырезать небольшие отрезки. Вот так вот углом я начинаю вырезать чашелистики, вырезая из него треугольники. Формируются вот такие кусочки бумаги, которые будут нашими чашелистиками. Раскрываю его, и вдоль этих чашелистиков 2-3 надреза я делаю для того, чтобы чашелистиков было гораздо больше. И они у нас будут разной длины, за счет этого будет смотреться цветочек еще эффектнее, чем если чашелистики будут такие скромненькие. Перед каждый чашелистик я прокручиваю между пальцами, и они у нас начнут топорщиться в разные стороны, станут немножко такие хаотичные, и сразу будет видно, что их очень много. Переворачиваю эти чашелистики, по низу наношу термоклей и приклеиваю их под цветочком. Стараюсь распределить все чашелистики равномерно. Жду какое-то время, пока гофрированная бумага зафиксируется и все будет прочно приклеено. Теперь у нас получаются чашелистики, которые топорщатся в разные стороны, и для того, чтобы они не топорщились, я их слегка закручиваю в сторону самого цветка. Можно это сделать пальчиками, можно это сделать шпажкой или ножницами, как вам удобно. За счет того, что я их закручиваю в сторону цветка, они лучше огибают цветочек и смотрится это более естественно. Если же вам хочется оставить такие топорщиеся, тоже вариант тоже будет вполне уместно для некоторых композиций. И вот такой цветочек у нас получается. Теперь этому цветочку мы оборачиваем ножку гофрированной бумагой. Прямо под цветком наношу термоклей, беру полоску зеленой гофрированной бумаги и этой полоской оборачиваю весь стебель. Периодически можно наносить термоклей для того, чтобы у вас гофра не раскрутилась обратно, потому что стебель длинный, и если начать крутить его в обратную сторону, то гофра будет раскручиваться. И чтобы этого не было, периодически капаем клей прямо на проволоку. И так я довожу до самого конца. И вот такой цветочек у меня получается. Очень красивый, нежный. Очень надеюсь, что вам понравился этот цветок, и он вдохновит вас на изготовление различных букетов и композиций. Я же с этим цветком планирую делать пасхальную композицию, поэтому обязательно покажу вам мастер-класс с этими цветами. Именно букет к Пасхе мы будем делать. Поэтому следите за новинками, подписывайтесь на канал и не пропускайте следующих видео. С вами была Анна Тюмерова. До скорой встречи. Пока-пока. Меня зовут Анна Тюмерова, я мастер и преподаватель по свит-дизайну. Я обучаю сладкой флористике всех, кто желает обучиться этому виду искусства. В этот раз я представляю вам новый мастер-класс. Мастер-класс, который предназначен Дню Светлой Пасхи. Мы будем делать с вами букет «Пасхальное гнездо». Вот такой вот букетик мы с вами сделаем на моем курсе своими руками. Если же вы давно мечтаете попробовать себя в свит-дизайне, если вы мечтаете о том, чтобы освоить сладкую флористику,
и своими руками сделать подарки близким на Пасху, то присоединяйтесь обязательно к этому мастер-классу. Мы с вами своими руками соберем вот такой вот чудесный ручной букет, мы его задекорируем, сделаем вот такое необычное пасхальное гнездо, в центре которого будут, конечно же, шоколадки, киндер-сюрпризы. Как его сделать, как его задекорировать, что нужно использовать и какие хитрости и секреты нужно знать для того, чтобы собрать вот такой вот необычный и очень оригинальный букетик, об этом вы узнаете в моем мастер-классе.